Здравствуйте, друзья! Каждому из нас знакомо ощущение, как в какой-то момент по телу разливается волна смутного волнения, страха или порой даже паники. Как же можно быстро снова ощутить почву под ногами? Мы собрали 10 очень простых способов прийти в себя. Итак, начнем. Первое. Дышите. В стрессовой ситуации первым делом нужно начать глубоко дышать. Это обеспечит приток кислорода в кровь и прогонит лишний адреналин. Существует несколько проверенных методик. Например, можно сделать глубокий вдох, задержать дыхание, досчитать до 10 и медленно выдохнуть. Другой способ – сконцентрироваться на самом процессе дыхания. Почувствуйте, как вы дышите, как воздух попадает в легкие, какие ощущения при этом вы испытываете. Дышите глубоко и размеренно. Совсем скоро нервное напряжение пройдет. Второе. Съешьте пироженку. Как известно, вкусная еда помогает справиться со стрессом. Если вы понервничали, позвольте себе съесть кусочек шоколадки, пирожное, даже картошку фри в умеренных количествах. Главное, чтобы заедание стресса не вошло у вас в привычку. Пусть это будет лишь один из способов успокоиться. Третье. Приседайте. Быстро справиться с нервами помогают несложные физические упражнения. Поприседайте, сделайте несколько наклонов, пожимайте в руке эспандер или резиновый мячик 5 минут, и стресс как рукой снимет. Четвертое. Мыслите глобально. Бывают дни, когда все валится из рук. Дела, которые вы выполняете каждый день, кажутся непосильными. Вы ничего не успеваете. Лишняя паника не поможет, а только замедлит процесс. Постарайтесь сделать небольшую передышку и прокрутить в голове самый плохой сценарий. Что произойдет, если вы не справитесь с той или иной задачей? Согласитесь, что в глобальном плане эта маленькая неудача никак не повлияет на вашу жизнь. Максимум, что вас ждет – объяснение с руководителем или клиентом, неприятное впечатление от которого впоследствии можно будет загладить успешно выполненной работой. То же самое и в любой другой ситуации. Вам нагрубили в транспорте, кто-то пролил на вас кофе, вы опоздали в кино или театр, ничего страшного. Мелкие неприятности не должны отравлять вам жизнь. Пятое. Попробуйте рисовать. Наверняка каждый человек в процессе затянувшегося телефонного разговора или другого монотонного занятия хоть раз оставлял на бумаге абстрактные рисунки, цветочки, узоры, круги и другие геометрические фигуры. Рисование помогает отвлечься и перестать зацикливаться на проблеме. Возьмите и просто порисуйте в блокноте, и заметите, как стресс уходит. Шестое. Ищите позитив. Стрессовая ситуация – это не конец света, а новые возможности. Помните об этом всякий раз, когда ваши нервы оказываются на пределе. Запланированная на вечер встреча отменяется, зато вы сможете провести больше времени с семьей или просто отдохнуть дома за чашкой чая. Зацепились за гвоздь и порвали себе платье или рубашку? Это повод обновить свой гардероб и приобрести другую красивую вещь. Не зацикливайтесь на проблеме, а думайте о том, какие горизонты она открывает перед вами. Седьмое. Поделитесь с близкими. Порой, чтобы побороть стресс, человеку нужно просто выговориться. Позвоните своему другу или родственнику и расскажите о своей неприятности. Только от разговора вам станет легче. А уж если вам дадут дельный совет, проблему вообще можно считать решенной. Восьмое. Улыбнитесь. В большинстве случаев стрессовая ситуация не стоит ваших моральных терзаний. Правда, вы поймете это уже потом, когда потратите нервы. Чтобы предотвратить паническое состояние, вам нужно посмеяться или хотя бы улыбнуться. Вспомните какую-нибудь веселую историю из своей жизни, забавный момент из любимой комедии, анекдот. Вот вы уже и улыбаетесь. Девятое. В непонятной ситуации ложитесь спать. Часто проблема кажется гораздо значительнее, чем она есть, если вы устали за день и переутомились. Вам нужно отдохнуть и хорошо выспаться. Примите ванну, послушайте хорошую музыку и ложитесь спать. Скорее всего, утром вы проснетесь в отличном настроении. И, наконец, десятое. Подумайте о других. У вас сорвалась запланированная поездка в отпуск? На собеседовании отказали? Подхватили сильную простуду и теперь придется пропустить корпоративную вечеринку? Не отчаивайтесь. Вспомните о людях, которым сейчас гораздо хуже, чем вам. Вы живете в комфортных условиях. У вас есть 2 руки, 2 ноги и голова на плечах. Все для того, чтобы стать хозяином своей судьбы и решить любую проблему. Стоит ли огорчаться из-за пустяков? Вот так, друзья.
Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Надеюсь, эти советы помогут вам выбраться из любых стрессовых ситуаций. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик. Всего всем доброго!